В большом аукционном зале в Хьюстоне царила скука. Люди лениво переговаривались, пока в центр круга не вывели гнедого жеребца. Он не сопротивлялся и почти не двигался. Его тело было покрыто старыми шрамами, а взгляд потухшим, будто он давно перестал ждать чего-то хорошего. Аукционист безуспешно пытался начать торги, но в ответ слышал лишь смешки и язвительные комментарии. Для публики этот конь был уже списан. И вдруг из дальнего ряда поднялся молодой мужчина. Его звали Итан. Он выглядел просто и явно не вписывался в глянцевую толпу. Спокойно и уверенно он сказал, что берет этого жеребца. В зале раздалось недоверчивое бормотание, но Итан не обращал внимания. Он подошел к коню, присел рядом и тихо прошептал несколько слов. Неожиданно жеребец слегка шевельнулся и приподнял голову. В тот момент никто еще не понимал, что стал свидетелем начала необычной истории. Итан увез коня в скромную конюшню неподалеку от Далласа и дал ему имя Феникс, как символ возрождения. Он не пытался сразу приручить жеребца, не заставлял его работать. Он просто был рядом, читал вслух, сидел у стойла, говорил спокойно. Феникс поначалу вздрагивал от каждого резкого звука и не подпускал к себе людей. Слишком много боли осталось в прошлом. Со временем Итан узнал, откуда появился этот страх. Ранее Феникс принадлежал владельцу по имени Виктор Харланд, который использовал коня в изнурительных тренировках и не заботился о его состоянии. Когда жеребец перестал показывать результаты, от него просто избавились. Позже появился Картер, бывший тренер, подтвердивший: Феникс был выведен для выносливости, но сломан жестокостью и давлением. С помощью ветеринара Клэр Итан начал осторожное восстановление. Медленные прогулки, мягкие упражнения, никакого насилия. Маленькие шаги приносили большие изменения. Феникс начал увереннее двигаться, его взгляд оживал, а напряжение постепенно уходило. Самым сложным испытанием стало возвращение на беговую дорожку. Не ради соревнований, ради победы над страхом. На тихом частном треке возле Сан-Антонио Феникс сделал первый круг, потом второй. Без паники, без рывков. Он больше не убегал от прошлого. Он оставлял его позади. История разошлась по округе. Те, кто когда-то смеялся, теперь смотрели с уважением. Но для Итана это никогда не было доказательством чего-либо. Это было про выбор, про терпение, про веру. Однажды мальчик спросил: он правда был сломан? Итан улыбнулся. Нет, он просто ждал, пока в него поверят. На закате Итан и Феникс стояли рядом, глядя на горизонт. Их путь был трудным, но теперь они шли вместе, и этого было достаточно.